Да, надо было сначала тестовых запусков поделать, прежде чем его отпускать на все эти махинации. У меня остался один набор, и тот Кьюман. Что? Что это за... Здравствуй! Что это такое? Коробка с конструктором? Это я и без тебя вижу. Мы не отправляли эту коробку. Откуда она взялась? Ну, сам бы я ее точно отправить не смог. Маленькую-то еще да. Остается только вариант, что вы сами себе ее отправили в прошлое. Хе. Интересно получается. Да, действительно интересно. В таком случае все складывается по принципу работы временной линии. Хорошо, но потом расскажешь. Кстати, а на коробке даже есть запись. Здоров. Ты слышал? У нас фермеры бастуют. Здоров. А фермеры это вообще кто? Ой, тьфу, шахтеры. Да я бы тоже забастовал, если бы меня гелий-3 заставляли киркой добывать, словно я в 21 веке. Да нет, у них там несколько шахтеров исчезло, а потом еще в сеть утек видос. Типа не монтаж. Как один экипаж какая-то летающая коробка ворует. Забавно. И знаешь, что самое смешное? Они хотят, чтобы мы на эти луны войска ввели и устроили там бесполетную зону. И представляешь, даже на нас за бездействие злятся. Вот чудные. А нас-то за что? Да даже если до чего и дойдет, забей. Наш ангар оставит с краю подобные инициативы. Ой, что это? Смотри. Походу, это реально был не монтаж. Эх, а вот инициатива, видать, с краю наш ангар не оставит. Здравствуйте, дорогие зрители! Этой посылкой оказался сеятель блох, Сембо-блок, тяжелое оборудование железной крови, артикул 105-712, ну, не бред ли, а китайский БМПТ QN506. На лицевой стороне коробки изображена модель и все необходимые иероглифы. Сама коробка, как любит Сембо, имеет различные поверхности. С обратной стороны никто ни с кем не сражается, а просто показана та же техника с другого ракурса. Также показаны ее двигательные функции и другие модели из данной серии. Что ж, по внешнему осмотру на этом, пожалуй, все, а значит переходим к распаковке и сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что чувствуется, что этот набор был изготовлен намного раньше, чем грузовик с последнего обзора на Семба. Высокая разница в тугости крепления пинов на своем некогда законном месте. И тайлы не такие приятные на ощупь. У модели очень хорошо проработана внешняя детализация, и даже, как по мне, немного переборщили. Наклеек слишком много. Постройка, обклеенная всеми ними, все же пестровато будет. У модели есть доступ к внутренним отделениям, чтобы можно было открыть и посмотреть на восхитительное ничего. Степень внутренней детализации прямо противоположна детализации внешней. Полностью отсутствует. Естественно, на улучшение мы сюда всякого добавим. Также мне бы хотелось пододвинуть вот этот каток. Да, я понимаю, что и в жизни между ними действительно неравное расстояние, но, блин, извините, глаз мозолит. Что ж, по внешнему осмотру на этом все, а значит, приступаем к улучшению.
Ну вот и все. Мы улучшили. Теперь и внутри БМПТшки есть на что посмотреть. Причем минифигурки на свои рабочие места могут сесть в полной экипировке, за исключением мехвода, тот без бронежилета. Наружные незаталенные пины я трогать не стал, ибо тайлы темно-зеленого цвета у меня есть только от Кьюман, но они заметно темнее. Также я не стал трогать второстепенную модель, потому что не знаю, чем ей помочь. Да и нужно ли? Что ж, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И спасибо за просмотр. Здравствуй. Так что у тебя тут складывается? Мой лорд, я пришел к выводу, что теория ветвящейся реальности несостоятельна. И каким таким образом? Вот, смотрите. В определенный момент вы остаетесь без запусков, а прибор не рабочий. У вас простой. И когда прибор снова начинает работать, вы отправляете себе набор в прошлое, чтобы простой не случалось. Согласно теории ветвящейся реальности, после этого окажется создана альтернативная ветка событий, в которой вы и получите этот набор. Вы никак не сможете получить его в этой же ветке. Ну а в чем проблема-то? Просто мы живем не в первой линии, а во второй. И тут мы вспоминаем отправку летающего корабля Мастера Ву. Вот мы совершаем отправку коробки в прошлое. Она пролетает в 2017 год, чем запускает альтернативную ветку событий. После чего она отправляется обратно в будущее. Но ведь она изменила ход событий, стала частью другого таймлайна. Мы абсолютно никаким образом не должны были получить эту коробку обратно после отправки. И тут уже нельзя сказать, что мы живем в ветке Б, ибо мы совершили отправку. Мы совершенно однозначно вот тут, а не вот тут. То есть, ты отправлял коробку назад во времени с четкой уверенностью, что мы обратно ее тут не получим? Ой, нет, я просто еще не закапывался на тот момент так глубоко. Хорошо, но я все равно не вижу проблемы. Что нам мешало получить коробку из альтернативной реальности, а своей отправкой уже создать другую реальность, в которой другие мы и получили коробку, которую мы тут отправили? Ну, в теории, кстати, да. Правда, встает вопрос начальной точки и генерации бесконечного числа реальностей. Впрочем, еще есть способ все это проверить. Смотри, игра со временем еще никогда ничем хорошим не заканчивалась.